Всем доброго времени суток. Вы на канале Дача Лайф. И у нас на повестке дня вот такой вот шланг бэушный от водопровода. И хотим мы вам рассказать, как его можно повторно использовать совершенно для других целей. Дело все в чем, что как бы водопроводный этот шланг служит не так долго, обычно года 4. Потом происходит такая штука, что его даже вот выкрутить не удалось, его пришлось от смесителя просто отпилить. Можно его, конечно, выкинуть, Что, с ума сошли, что ли? но мы с ним еще поработаем. Для начала здесь у нас уже все отпилено. Ну, еще вот эту вот штуку сейчас тоже фланец этот отпилим, выбрасывать не будем. Он нам пригодится для нашей самоделки. Итак, сейчас отпилим, потом вернемся. Итак, вот у нас получился такой вот шланг. Вот остался фланец. Фланец мы используем, не выбрасываем, пока отложим в сторону. Что у нас с этого шланга есть полезного? Вообще здесь полезное практически все. У нас прежде всего интересует оплетка, да, и вот эти вот фланцы. Для начала мы попробуем его вот здесь разрезать. Разрезать будет, сразу скажу, сложно, потому что это нержавеющая сталь. Она довольно-таки твердая. Если у вас не получится это сделать ножницами, ножницы просто уже такие довольно-таки старые, ваши, может, возьмут. Но мы мучиться не будем, мы шлифмашинкой отрежем сейчас просто. Итак, у нас получилось вот такие два хвостика. Это будет у нас первая самоделочка. Чтобы она у нас работала, нам надо немножечко снять вот эту самую изоляцию. Стянем ее просто. И вот здесь эту трубочку, она может быть резиновая, может быть из какой-нибудь силикон. Здесь каждый производитель по-своему что-то придумывает у нас. Суть такова, что нам ее надо укоротить или в идеале, конечно, убрать полностью. Ну, нам достаточно будет и вот это. Так. Делаем со второй то же самое. Уже у нас есть два таких хвостика. Остальную мы, оплеточку, она нам сейчас еще пригодится. Нам ее надо отсюда извлечь. Ну, как мы понимаем, она у нас просто вот так вот стягивается с этого шланга. И получаем вот такой вот классный кусок оплетки. Это в мусор. Ну, как мусор. Потом куда-нибудь сдадим. Мы получили здесь сантиметров 50, ну, в каждом шланге по-своему, такой замечательной оплетки из нержавеющей стали. А как известно, нержавеющая сталь обладает такой способностью интересной. Она очень-очень твердая. К тому же она не ржавеет. Это тоже очень хорошо. И тут уже опять у нас возникает вопрос, как мы ее пилим. Пилим мы ее вот так вот где-то примерно сантиметров, наверное, на 6, кому как интересно. Да? Наша задача ее, в общем-то, на кусочки поделить. Опять-таки с моими ножницами это такая будет у меня проблема. Хочется прибегать к шлифмашинке, но, наверное, придется. У нас получилась такая горочка кусочков. Сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. Делаем 5 и 6. Две горочки для двух наших проектов. Одну отложим в сторону, одну вот здесь сейчас будем использовать. Значит, как я говорил, вот эту штучку мы еще используем. Что нам понадобится для первого проекта? Для первого проекта нам понадобится какое-то шило или что-нибудь такое, чтобы вот здесь посередине сделать вот такие вот дырочки. Дырочки нам надо, отверстия, дырочки. Я думаю, что это дырочка, потому что отверстие, оно абсолютно ровное. А у нас абсолютно ровное не получится. А нам надо его просто сделать. Чем-то мы его еще должны так расширить. Расширить до какой степени? Расширить до степени
Наверное, мы взяли маленький болтик. Сильно. Поэтому болтик мы сейчас заменим. Заменим на больше. Так, более-менее равномерно мы их тут сейчас распределим. Что мы делаем? Вставляем потом вот в эту штуку. Да? Вот так вот. Так, берем гайку, шайбу. Так. Я думаю, что многие уже догадались, чем мы хотим добиться вообще. Что у нас получится в результате. Ну вот. Взял ключик М13, потому что все-таки руками не закрутилось. И вот зажал. Как вы уже поняли, у нас получилась такая интересная щеточка. Ну, подлиннее немножко. Ну, она сработается будет. Как бы такая нормальная. Что мы будем делать с оставшимися кусками? Можно их точно так же, в принципе, дырки сделать. А можно не делать дырки. Можно взять просто вот шайбу побольше. Ну, и вот так вот их всадить сюда. И вот так вот загнуть. Просто берем вот так вот их сгибаем. Да? Как мы понимаем, что если мы вот так как согнем, да, вылететь они у нас уже ну никак не смогут отсюда. Поэтому, говорится, проект. Говорится, я всегда за безопасность, хотя некоторые мои проекты не могут нести какую-то опасность, но как бы только в том случае, если человек не сознает, что он делает. Да? Поэтому всегда с любыми обработками надо одевать очки, где-то перчатки, где-то еще что-то. Вот, у нас такая получилась звездочка. Подбираем болтик. Можно шайбочки, можно без шайбочек, ну не знаю, как у вас там получится, как вам интересно. Да? Вот, допустим, шайбочка. Так, ну вот сюда нам надо закрутить гаечку и плотненько зажать. Итак, что у нас получилось из шланга? То есть, как вы все видели, вот мы разобрали один шланг. У нас получилось целых 4 изделия, 2 одинаковых и 2 вот таких. Как вы видите, это щеточки для обработки чего-то. От чего мы им можем обрабатывать? Мы можем обрабатывать что угодно. Мы можем брошировать древесину, можем чистить ржавчину. В общем-то, можем счищать краску. Ну, для примера сейчас что-нибудь почистим. Уже краску я снимать не буду. Возьмем просто железо ржавое и попробуем, что оно сделает ржавым железом. Как вы уже помните, как правило, все используют в хозяйстве, у всех есть ржавый такой топор. Будем использовать нашу легендарную советскую дрель мастер производства белорусского завода Белвар. Вот, видите, такая у нас есть дрель. Чем мне она нравится? Во-первых, она неубиваемая. Во-вторых, есть в ней очень такие функции. В ней переключаются обороты. И причем переключаются они не электрическим регулятором, а переключаются они редуктором. Поэтому у нас мощность не теряется вообще. Даже этот хвостовичок, патрон М13, у нас сюда должен закрепиться. Поэтому мы его сюда сейчас всадим. И для начала попробуем. Ну что, приступим к испытаниям. Думаю, всем видно, что работает. Попробуем сейчас другую щеточку нашу. Видите,
со щеточкой ничего не случается. Прекрасно работает. Я думаю, видно, что она чистит. Так. Ну, видите, получилась такая, скажем так, может быть, не для ролика, но честно вам скажу, для работы абсолютно все равно. Какой, если разная длина какая-то получилась там, и все чешется, с другой шлангой переворачиваем. Вот у нас ржавый, опять топор, опять стандартно все. Ну, как видим, топор блестит, щетка опять-таки работает. Все прекрасно. Не знаю, на чем вам показать снятие краски. Просто нету ничего вот под рукой такого, блин, ну, чтобы покрашено было, и чтобы можно было почистить. Ну вот, по итогу у нас из одного водопроводного шланга, старого, который уже идет на мусор, получилось 4 щетки для зачистки металлических поверхностей, каких-то деревянных, какого-то броширования древесины, снятия краски, какой-то зачистки с очень жестким ворсом из нержавеющей стали, каких промышленность наша просто вообще как бы нам и не выпускает, и не предлагает. То есть из шланга мы получили дополнительно 4 изделия, за каждое из которых кто-то бы отвалил, в принципе, немалую сумму. Так что берите на вооружение. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Будет много еще интересного. Будем изобретать, выкладывать, делиться своими лайфхаками, своими какими-то, может быть, изобретениями. Помимо всяких лайфхаков на нашем канале полно информации и по садоводству, по разоводству, по обработке древесины. Поэтому остаемся на канале, ставим лайки. Всем удачи, доброго здоровья, всего самого наилучшего. До новых встреч на канале. До свидания.